дорогие мои радиослушатели, глубоко уважаемые товарищи меломаны и просто сочувствующие. Бонжур, так сказать, из славного города на Неве. У микрофона, как вы, надеюсь, уже догадались по особой проникновенности тембра, ваш покорный слуга. Ну, значится так. Сегодня мы с вами перевернем страницу и перенесемся из промозглого Питера прямиком под жаркое солнце Италии, в мир, где жил человек, чью фамилию знает даже тот, кто в жизни не смотрел ни одного вестерна. Итак, после смерти великого Нино Рота, человека, подарившего нам музыку крестному отцу, титул самого знаменитого кинокомпозитора не только в Италии, но и во всем мире, перешел к Эннио Морриконе. И это, господа присяжные заседатели, не просто громкие слова. Заглянем в его послужной список, и вы поймете, что перед нами настоящий колосс. В коллекции его наград чего только нет. Тут вам и премия «Золотой глобус» за музыку пронзительной драме Ролана Жаффе «Миссия» 1986 года, и Грэмми за саундтрек гангстерскому шедевру Брайана де Пальмы «Неприкасаемый» 1987, плюс престижнейшая итальянская кинопремия Давиди Донателло. А уж сколько у него золотых и платиновых дисков, не перечесть. 25 золотых и 5 платиновых. И, разумеется, неоднократные номинации на «Оскар». Эту золотую статуэтку, которую он, как истинный гений, ждал до обидного долго. Ну-с, пришло время заглянуть в самое начало, в истоки. Итак, представьте себе Рим. Не тот туристический, открыточный, а колоритный, шумный, пропахший жареными каштанами и дешевым вином район Трастевере. Именно там 10 ноября 28 года в семье джазового трубача Марио Морриконе и домохозяйки Либеры Ридольфи на свет появился мальчик, которому суждено было стать легендой. Да-да, отец будущего гения был самым что ни на есть настоящим джазовым музыкантом. Чувствуете, да, откуда ветер дует? Музыкальный талант проявился у маленького Эннио практически сразу, как он научился держать ложку. Папа научил его читать ноты раньше, чем буквы, и играть на нескольких музыкальных инструментах. А в возрасте 6 лет, когда обычные дети лепят куличики в песочнице, этот вундеркинд уже писал музыку. Дальше больше. В 12 лет юное дарование поступает в престижнейшую римскую консерваторию Санта-Чичилия. Это вам не кружок при Доме пионеров, а одна из самых значительных итальянских консерваторий. И там этот мальчишка, представьте себе, умудряется окончить 4-летний курс по гармонии за полгода. Профессора, должно быть, хватались за сердце и падали в обморок. В консерватории он также блестяще окончил классы игры на трубе, по стопам отца, стало быть. И при этом, словно ему было мало учебы, он еще и подрабатывал. Делал аранжировки для радио и играл в оркестре. Трудоголик, каких поискать. Но дальше, господа присяжные заседатели, начинается самое интересное. Его профессор, человек старой закалки, разумеется, прочил вундеркинду великое классическое будущее. Филармонии, симфонии, лавровые венки, но не тут-то было. Вопреки всем надеждам, Эннио решает, что его композиторское будущее должно быть связано вовсе не с пыльной классической традицией, а с заманчивым, ярким, блестящим миром поп-музыки и шоу-бизнеса. И вот с 50-х годов и вплоть до первой половины 60-х наш герой занимается тем, что сочиняет блестящие аранжировки для звезд. Да, для каких звезд? Марио Ланца, Джанни Моранди, сам Шарль Азнавур, Пол Анка. Все они пели в его обработках. Работа с эстрадными кумирами приносила не только популярность в определенных кругах, но и, что немаловажно, приличный доход. Можно было жить, пить кампари и радоваться. Однако
Как это часто бывает с гениями, довольно скоро Морриконе стало откровенно тесно в рамках шлифовщика чужих мелодий. Душа требовала большего. И тут, словно по заказу судьбы, на горизонте появляется итальянский режиссер Лучано Сальчи. Они были старыми знакомыми, и Сальчи просит Морриконе написать музыку к своему фильму под названием «Федералист». На календаре 61 год. Морриконе соглашается, еще не зная, что эта картина станет началом совершенно новой, грандиозной киномузыкальной карьеры. Карьеры, которая сделает его имя бессмертным. Имя Морриконе настолько тесно, намертво, я бы сказал, связано с именем режиссера Серджио Леоне. Так что они уже давно не воспринимаются по отдельности, как сиамские близнецы, как иголка с ниткой, как виски с содовой. Если речь заходит о фильмах Леоне, вы неизбежно вспоминаете свист и гитарные рифы Морриконе. А когда вспоминают композитора, тут же добавляют: «Ах да, это тот самый, что писал для вестернов». И это, господа присяжные заседатели, абсолютно справедливо. Без Леоне не было бы того Морриконе, которого мы знаем. А без Морриконе никогда не родился бы тот самый новый жанр спагетти-вестерн, отцом которого по праву считается Леоне. Учитывая, что эти парни были одноклассниками, а в большое кино пришли практически одновременно, со стороны кажется, что их творческий союз был предопределен свыше. Ну, знаете, сидели за одной партой, чертили на промокашках и мечтали покорить Голливуд. Красивая картина, да, но только вот реальность, как это часто бывает, куда прозаичнее и интереснее. На самом деле, создание этого великого дуэта – дело чистейшего случая. Представьте себе, Леоне затевает свой первый вестерн за пригоршню долларов. И он, как человек верный привычкам, собирается привлечь к работе композитора Анджело Франческо Лаваньино, с которым уже сработался на предыдущей картине «Колосс Родосский». Все логично, все по накатанной. Но в дело вмешиваются продюсеры, эти вечные возмутители спокойствия. Они настоятельно советуют Леоне обратить внимание на парня по имени Морриконе, который только что блестяще дебютировал в жанре вестерна, написав очень запоминающуюся тему для фильма «Дуэль в Техасе». К слову, она и сейчас на слуху, хотя больше известна по забойной песенке «A Gringo Like Me». Леоне пожимает плечами и соглашается на встречу. Они видятся, начинают обсуждать будущий фильм, и только в процессе этой беседы режиссер вдруг понимает, глядя на собеседника, что они, оказывается, вместе учились в начальной школе более 20 лет назад. Вот так, дорогие мои, школа их развела, а кино и счастливый случай свели вновь. И из этой случайной встречи вырос самый знаменитый тандем в истории кинематографа. Прямо как в кино, не правда ли? That's a dead man or a gringo like me. Итак, встреча старых школьных приятелей состоялась. Но не думайте, что дальше все пошло как по маслу, словно в слащавой голливудской мелодраме. Как бы не так. Начало работы над фильмом за пригоршню долларов не обошлось без жарких споров. Леоне хотел одно, Эннио предлагал ему совершенно другое. Они спорили до хрипоты, махали руками, быть может, даже кидались друг друга нотными листами. Но, как это часто бывает у гениев, в итоге все получилось ровно так, как надо. В фильме прозвучали две основные темы. Первая – главная. Она гремит в самом начале картины, с первых же кадров хватая зрителя за шкирку, а потом в разных аранжировках проходит сквозь весь фильм словно путеводная нить. А вторая тема, печальная, щемящая, с красивым названием «За пригоршню долларов». Она звучала реже, в основном перед дуэлями, когда герои смотрели друг другу в глаза, и зритель понимал, сейчас начнется. И вот тут, господа присяжные заседатели, начинается самое интересное. Откуда же взялись эти мелодии? Печальную «За пригоршню» Морриконе написал специально для фильма, но взял за основу свою собственную колыбельную, сочиненную когда-то для театральной пьесы. А вот заглавной история еще более захватывающая.
Эта великолепная мелодия вовсе не родилась из ниоткуда. У маэстро уже была заготовка в загашнике. Это была аранжировка, которую Эннио делал на песню знаменитого американского фолк-певца Вуди Гатри для другого американского исполнителя Питера Тевиса. Леоне, услышав эту заготовку, мгновенно оценил ее потенциал. Хотя, по моему скромному разумению, эта аранжировка не имела с оригинальной версией Гатри уже ровным счетом ничего общего. Это было нечто совершенно новое. Режиссер выслушал, кивнул и выдал гениальную в своей простоте просьбу. Он попросил заменить слова на свист. Просто свист, господа. И вот тут на сцену выходит еще один друг детства Эннио, Алессандро Александрини. Да-да, все та же компания. Италия страна маленькая, все друг друга знают со школьной скамьи. Александрини был старше на 3 года и в будущем сам стал известным кинокомпозитором и дирижером. Но главное его достоинство – он был великим мастером художественного свиста. Именно его насвистывание, наложенное на музыку Морриконе, и создало ту самую каноническую легендарную мелодию, которая теперь намертво ассоциируется с вестернами Леоне и с самим маэстро Морриконе. Первая из гениальных киноработ композитора. Впрочем, сам он, как это часто бывает, таковой ее не считал, скромничал. Но мы-то с вами, зрители и слушатели, знаем, нам видней. Итак, свершилось. Сентябрь 1964 года. Фильм за пригоршню долларов выходит на экраны и производит в Италии самый настоящий фурор. Правда, справедливости ради, фурор этот случился не в один момент. До остальной Европы картина добралась лишь в следующем 65-м. Но вот какая штука, господа присяжные заседатели. Было бы грубой ошибкой сказать, что на следующий день Эннио проснулся знаменитым. Как бы не так. В титрах этого фильма имени Морриконе не было вообще. Его там не значилось. Композитором был указан некий загадочный Лео Николс, а в версии для американского рынка и вовсе Дэн Савио. Да-да, этот самый Дэн Савио уже мелькал в титрах первого вестерна Морриконе «Дуэль в Техасе». Псевдоним, маска, мистификация. И это, заметьте, было не прихоть композитора, а совершенно обычная практика для итальянских вестернов тех лет. Продюсеры, эти хитрые лисы, свято верили, что американский вестерн заманит кинотеатры куда больше народу, чем какой-то там доморощенный итальянский. Поэтому в фильмы активно приглашали американских актеров, а создатели-итальянцы скромно прятались за звучными англоязычными псевдонимами. Да что там Морриконе? Сам Серджио Леоне в титрах скромно именовался Бобом Робертсоном. Представьте себе, Боб Робертсон. Звучит как имя дальнобойщика из Техаса, а не римского интеллектуала. И вот, несмотря на всю эту анонимность и конспирацию, стало ясно, после столь удачной феерической работы над пригоршней было бы просто безумием со стороны режиссера и композитора прервать столь перспективное сотрудничество. И, к счастью для всех нас, для всего мирового кинематографа, Серджио Леоне в дальнейшем работал исключительно с Морриконе. Даже в тех случаях, когда Леоне выступал не режиссером, а продюсером фильма, музыку он неизменно заказывал своему школьному товарищу. Первый блин, как выяснилось, комом не вышел. И наши старые школьные приятели Серджио и Эннио, не теряя времени даром, берутся за следующий фильм. Второй совместный вестерн вышел на экраны Италии в самом конце 65 года. И назывался он, как вы знаете, «На несколько долларов больше». В кадре снова знакомые лица. Хорошего ковбоя, ну, насколько хорошим вообще может быть охотник за головами, опять сыграл невозмутимый Клинт Иствуд. Роль плохого, причем совсем плохого парня по старой привычке, примерил на себя великий Джан Мария Волонте. Но была и интрига, господа присяжные заседатели. В напарнике Иствуду Леоне выбрал не очень известного на тот момент американского актера по имени Ли Ван Клифф. И вот вам факт, достойный Голливуда.
Ван Клифф к тому времени, по сути, уже завязал с кино, поставил крест на карьере, но Леоне, словно чувствуя что-то, уговорил его вернуться на съемочную площадку и не прогадал. Их дуэт с Иствудом стал украшением картины. А что же наш маэстро Морриконе? Для этого фильма он написал две основных темы, от которых зрители в залах просто сходили с ума. Первая та самая, что со свистом. Да-да, за фирменный молодецкий посвист вновь отвечал закадычный друг Энио, великий мастер художественного свиста Александро Александрини. Эта тема звучит в разных обработках на протяжении всего фильма. С нее вестерн начинается, ей уже и заканчивается. Правда, в некоторых аранжировках свист все же убрали, но мелодия оставалась прежней. Я бы ее смело окрестил темой «Охотников за головами», потому что оба наших героя, и персонаж Иствуда, и персонаж Ван Клиффа, промышляли именно этим опасным, не слишком почетным, но прибыльным ремеслом. А вторая мелодия — это, господа, и вовсе нечто особенное. Я говорю о знаменитой теме с часиками. Вы ее сразу узнаете, стоит только услышать. Эта музыка с ее нервным завораживающим ритмом использовалась в сценах, где фигурировали те самые карманные часы с крышкой. Весьма, кстати, важный для сюжета предмет. И, конечно же, она грянула в кульминационной финальной дуэли. Обычно, как только зритель слышал эти заветные часики, все, пиши пропало, сейчас кто-то умрет. Поэтому ее с полным основанием можно назвать темой смерти. Мрачно, красиво, завораживающе. Поначалу, кстати, она существовала в виде песни со словами, но потом от слов отказались и правильно сделали. Инструментальная версия бьет прямо в сердце. И еще один немаловажный штрих. Во втором вестерне Леоне имя Морриконе уже гордо фигурировало в титрах. Никаких тебе Дэнов Савио и Лео Николсов. После оглушительного триумфа за пригоршню долларов создателям фильма не было уже никакого смысла прятаться за дурацкими псевдонимами. Маски сброшены, гении вышли из тени. Ну-с, мы с вами добрались до третьей, заключительной части великой долларовой трилогии, фильма «Хороший, плохой, злой» 66-го года. И именно здесь, в этом шедевре, прозвучала, пожалуй, самая узнаваемая композиция за всю историю вестернов. Та самая, которую слышали даже те, кто в жизни не видел ни одного фильма с Клинтом Иствудом. Я, признаюсь, сам впервые услышал ее довольно давно. И случилось это, представьте себе, еще до того, как я посмотрел фильм. И потому долгое время эта мелодия ассоциировалась у меня с улюлюкающими индейцами, скачущими по прериями. Ну, знаете, классический голливудский штамп. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что индейцев в фильме нет вовсе. А то самое улюлюканье, тот дикий пронзительный крик, на самом деле не что иное, как вой койота. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным, добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео.
Эта тема проходит через всю картину красной нитью. Она звучит регулярно и относится сразу ко всем трем главным героям. А знаете почему? Потому что режиссер Серджио Леоне мыслил их киллера Сентенцу, мошенника Тука и охотника за головами по прозвищу Блондинчик как три стороны одной личности. И, положа руку на сердце, трудно с ним не согласиться. Все они бандиты разной степени отмороженности, которые превыше всего ценят личную выгоду. К ним вполне можно отнести циничную фразу самого Тука: «Один ублюдок ушел, второй ублюдок пришел». И хотя тема общая, Морриконе как истинный мастер закрепил за каждым персонажем свой инструмент. Этот самый вой койота, леденящий душу, для Сентенции играется на окарине, для Блондинчика на сопрано-флейте, а для Тука поется человеческим голосом. Три ипостаси, три звука, одна гениальная мелодия. Но нельзя, просто невозможно обойти стороной еще одну композицию из этого фильма. Я говорю о великой, пронзительной, пробирающей до костей «The Ecstasy of Gold». Помните этот эпизод? Военное кладбище. Герой, тот самый злой Тука, в течение нескольких минут, словно безумный, бегает среди бесконечных могил в поисках заветной могилы с золотом. И все это под божественный вокал несравненной итальянской певицы Эды Дель Орсо. Казалось бы, что такого? Ну, бегает человек по кладбищу. Проходной эпизод, поиски, суета. Но нет, Леоне с помощью музыки Морриконе удалось не просто снять компактную сцену, от которой невозможно оторвать взгляд. Ему удалось создать мощнейшее, я бы даже сказал, оглушительное антивоенное высказывание. Когда Тука мечется среди могил, возникает щемящее ощущение, что это военное кладбище поистине бескрайнее. Кажется, что на нем захоронены тысячи убитых, погибших на какой-то непонятной войне, неизвестно за что. Но в третьем фильме, в «Хорошем, плохом, злом», их сотрудничество достигло какой-то запредельной космической высоты. И знаете почему? Потому что Леоне пошел на беспрецедентный шаг. Он стал монтировать некоторые сцены как музыкальные видеоклипы, подгоняя визуальный ряд под уже написанную музыку Морриконе. Это видно невооруженным глазом не только по сцене «Жажды золота», о которой мы только что говорили. Сходным магическим образом режиссер сделал следующий большой эпизод, знаменитую, вошедшую во все учебники тройную дуэль между хорошим, плохим и злым. Дуэль, снятую все на том же грандиозном кладбище, которое, между прочим, было построено специально для съемок этого фильма. Представляете масштаб? Возвести целый некрополь ради одной сцены. Для этой дуэли Морриконе написал композицию, которая на диске значится «Il Triello». И в чем же гениальность этой сцены, спросите вы? А в том, что кульминация финальной разборки заключается вовсе не в перестрелке, как можно было бы предположить. Нет, вся соль в томительном, мучительном, невыносимом чередовании крупных планов лиц участников дуэли. Нарастающие сомнения злого и плохого, холодная стальная уверенность в себе хорошего – все это мы читаем по их глазам. А музыка Морриконе в это время идеально, ювелирно нагнетает напряжение, неспешно подводя дело к той самой точке кипения, когда рука наконец дернется к кобуре. И это просто гипноз, господа присяжные заседатели. И вот вам еще один поразительный факт. Пластинка с саундтреком «Хорошего, плохого, злого» вышла в том же 1966 году и заняла 4-е место в хит-параде США. Представляете? 4-е место в поп-чартах среди всей этой битломании и рок-н-ролла. Мы с вами добрались, пожалуй, до самого спорного и самого амбициозного вестерна в карьере нашего великого дуэта. Речь, конечно, о фильме «Однажды на Диком Западе». И вот что я вам скажу, господа присяжные заседатели.
Некоторые особо рьяные поклонники Сержа Леоне воротят нос и не относят эту картину к шедеврам мастера, в отличие, скажем, от предыдущей долларовой трилогии. Мол, не то, не так и вообще куда делся Клинт Иствуд. Но подобное отношение, на мой взгляд, вызвано не качеством фильма, а некоторым разочарованием от резкой, я бы даже сказал, радикальной смены направления. Человек хотел получить еще один коктейль с Иствудом и перестрелками, а ему подали оперную эпопею. Ведь что такое долларовая трилогия? Она не случайно так называется. Эти три фильма связаны не только темой охоты за долларами, но и главным героем, тем самым человеком без имени в исполнении Клинта Иствуда. Зритель, приходя на второй и третий фильм, был уверен, что смотрит продолжение приключений одного и того же парня. С каждым разом вестерны Леоне взлетали все выше, и последний, хороший, плохой, злой, стал безоговорочным, неоспоримым шедевром кинематографа. И вот после такого триумфа Серджо делает неожиданный финт. Он резко меняет тематику. Он сознательно рубит все связи с прошлым, чтобы у нового фильма не было с предыдущими ничего общего. Да что там говорить, на роль главного героя изначально рассматривалась кандидатура Жан-Поля Бельмондо. Вы можете представить Бельмондо в вестерне Леона? Я с трудом. И в итоге Леоне по форме снял еще один вестерн, но по сути, по духу, по размаху он создал самый настоящий эпос об освоении Дикого Запада. Это не просто история про охотников за головами, это сага о том, как умирала романтика фронтира под стуком колес приближающейся цивилизации. Однажды ничуть не уступает предыдущему фильму, он просто другой, он медленнее, величественнее, трагичнее. И, как вы понимаете, музыка в этой картине тоже совершенно не похожа на то, что Морриконе делал раньше. Я, пожалуй, не ошибусь, если выскажу крамольную мысль. Даже преданные фанаты дуэта могут на слух перепутать музыкальные темы из разных фильмов долларовой трилогии. Где там что звучало, в пригорошне или на несколько долларов больше. А вот мелодии из «Однажды на Диком Западе» вы уже не перепутаете ни с чем и никогда. Они уникальны. И причина этой эксклюзивности в том, что однажды основные музыкальные темы впервые оказались намертво, словно лейтмотивы в классической опере, привязаны к героям. Это их личные персональные мелодии, под которые они словно актеры на сцену выходят в кадр. У каждого своя музыкальная визитная карточка. У шарманщика своя, у злодея Фрэнка своя, а у героини Клаудии Кардинале своя особенная. Именно ее, героиню в исполнении несравненной Клаудии Кардинале, сопровождает по жизни возвышенно-печальная, щемящая душу тема. Она так и называется на компакт-диске «Однажды на Диком Западе». Я бы осмелился назвать ее «Мелодией надежды». Надежды на то, что среди этой грязи, насилия и смерти еще осталось место для любви и новой жизни. И этой возвышенной печальной теме в фильме противостоит совсем другая музыка. Я говорю о мелодии смерти. Эта мрачная, неотвратимая как судьба тема объединяет двух героев. Персонажа Чарльза Бронсона, которого все называют просто гармоника, и злодея Фрэнка в исполнении Генри Фонда. И, конечно, она же используется в других сценах фильма, где так или иначе витает ледяной дух смерти. Гармоника, как нетрудно догадаться по его прозвищу, оповещает о своем появлении, наигрывая эту мелодию на своем инструменте. И это выглядит абсолютно логичным, ведь его миссия, его пожизненное призвание — убить негодяя Фрэнка, к которому у него давние кровоточащие счеты. Но и призвание самого Фрэнка — убивать. Он сеет смерть, как сеятель зерно, и эта музыка тоже его. Это их общая, страшная, связующая нить. И вот в финале мы узнаем душераздирающую правду. Мелодия смерти перешла к персонажу Бронсона именно от Фрэнка, и перешла она вместе с самой гармоникой. Давным-давно, в момент чудовищной трагедии, и когда гармоника наконец совершает свою месть,
Когда он убивает Фрэнка, он подходит к умирающему врагу и возвращает ему его инструмент. Слышите этот символизм? Мелодия смерти исполнена, круг замкнулся. После того, как герой Бронсона отомстил, эта музыка ему больше не нужна. Он не собирается исполнять ее дальше. Занавес. Но в этом мрачном оркестре есть и светлые, пусть и горькие ноты. У благородного бандита Шайна, которого сыграл Джейсон Робертс, самая, на мой взгляд, замечательная человечная мелодия в фильме. Я бы назвал ее темой оптимиста-неудачника. Ну, да, жизнь не удалась, и вряд ли есть у меня какое-то будущее, но поживем-увидим. Этакий лихой с горчинкой присвист. И свист в мелодии Шайна принадлежит, естественно, нашему старому другу Александру Александрини. Без него, кажется, не обходился ни один шедевр. И, наконец, совсем небольшое, но пронзительное место в картине отведено личной мелодии начальника строительства железной дороги Мортона. Человека, который мечтает до наступления своей скорой, неотвратимой смерти от туберкулеза довести дорогу до Тихого океана, увидеть свою мечту воочию. Но умирает он, даже не успев толком приблизиться к ней, в какой-то жалкой грязной луже. И его тема — это тема недостижимой мечты. Трагическая, высокая, оборванная на полуслове. И вот теперь, если нас спросят, про что же, собственно, этот фильм, можно ответить кратко. «Однажды на Диком Западе» — это рассказ о судьбах нескольких человек, которые в один прекрасный, а может и ужасный момент пересеклись на бескрайних просторах Дикого Запада. Каждая судьба уникальна, у каждого из героев своя дорога, по которой они идут по жизни. И абсолютно логично, господа присяжные заседатели, что идут они по ней под собственную музыку. После 4 эпических вестернов, которые мы с вами только что разобрали по винтикам, наш неуемный дуэт Серджио Леоне и Эннио Морриконе решил резко сменить курс. Леоне задумал снять фильм о мексиканской революции. И вот тут, господа присяжные заседатели, начинается зона турбулентности. Фильм этот за пригоршню динамита или с динамитом в кулаке, конечно, не провал, но, положа руку на сердце, он по всем параметрам уступает шедеврам из долларовой трилогии и уж тем более «Однажды на Диком Западе». Да что там говорить, даже с названием этого кино возникли чудовищные, неразрешимые проблемы. У него нет общепринятого устоявшегося названия. Помимо тех вариантов, что я уже упомянул, вы могли встречать его под именами «Ложись, придурок», «Пригнись, болван» или пафосным «Однажды была революция». Полный хаос. А все потому, что итальянское «Гуи ла теста» попросту не поддается адекватному переводу ни на один язык мира. Но это лишь половина беды. Главная загвоздка в том, что в этом, с позволения сказать, недовестерне нет тех притягательных, брутальных героев, к которым мы привыкли. Нет Клинта Иствуда, нет Чарльза Бронсона. Сама тематика мексиканской революции с ее грязью, хаосом и неоднозначностью оказалась вовсе не такой вдохновляющей, как романтические, хоть и кровавые разборки между ковбоями и бандитами. А финальный аккорд истории и вовсе выходит трагическим, что не могло не разочаровать поклонников, ждавших чего-то в духе прежних триумфов. Что же касается нашего маэстро Морриконе, то он и в этот раз, разумеется, не подкачал. Мелодии, как всегда, на высоте, красивые, пронзительные, но давайте будем честны, таких хитов, как в предыдущих совместных работах, в этом фильме нет. Планка была задрана так высоко, что даже просто красивая, мастерски сделанная музыка уже воспринимается как явно недостаточная.
声声声。Ну, дорогие мои радиослушатели, вот мы и добрались до финального аккорда, до того самого момента, когда великий дуэт Серджио Леоне и Эннио Морриконе завершил свое сотрудничество. И завершил, надо сказать, так, что дух захватывает. Леоне удалось снять очередной и, увы, последний шедевр. На этот раз эпическое полотно о дружбе гангстеров и ее печальном трагическом финале. Речь, конечно, о фильме «Однажды в Америке». А Морриконе сочинить мелодии, которые, по мнению многих, составили один из лучших, самых пронзительных саундтреков за всю его блистательную карьеру. И как это было уже не раз, музыка для Америки была написана мастером до начала съемок. Она звучала прямо на площадке, задавая ритм и тон актерам. Правда, не все мелодии в фильме принадлежат перу Эннио. В звуковой дорожке использовались и несколько известных композиций. Например, «Yesterday» великих Битлз. Зачем, спросите вы? А затем, что зритель должен был мгновенно, без лишних титров понять, пролетело 30 лет. Хотя на экране один эпизод просто сменился другим. Гениальный монтажный ход. А еще в фильме звучит обработанная Морриконе песня «Амапола», которую написал кубинец Хосе Лакалье. Но запоминающихся, божественных мелодий самого мастера в этой картине так много, что выбрать главные задача не из легких. И все же, пожалуй, с фильмом наиболее прочно ассоциируются три. Первая тема на оригинальном саундтреке называется «Воспоминания детства». И в ней, господа присяжные заседатели, звучит та самая, берущая за душу флейта пана, на которой играл румынский музыкант Георгий Зампер. Звук, который так сильно напоминает знакомую нам по вестерну Окарину. Вторая, печальная, щемящая ностальгическая тема, которая в разных вариантах на дисках обозначена как «бедность». И третья, без которой невозможно представить этот фильм, тема неразлучных друзей. Она сопровождает героев и всю их компанию на протяжении всей картины и в разных аранжировках называется просто и понятно «Друзья». «Однажды в Америке» стал последним фильмом Серджио Леоне. Во время тяжелейших съемок у него начало серьезно пошаливать сердце, а бесконечные проблемы с сокращением и варварским перемонтированием фильма для американского проката лишь усугубили болезнь. В дальнейшем Серджио вынашивал грандиозные планы. Он мечтал снять военный фильм о блокадном Ленинграде, но 30 апреля 1989 года его сердце остановилось. Он скоропостижно скончался в кинотеатре прямо во время киносеанса. И во время церемонии его похорон в церкви звучало не что иное, как музыка Морриконе из «Однажды в Америке». Ну, дорогие мои радиослушатели, господа киноведы и просто сочувствующие. Мы с вами только что пережили финальный аккорд великого дуэта Леоне и Морриконе, но жизнь маэстро, как вы понимаете, не остановилась. Он продолжал работать как проклятый, штампуя музыку для десятков, сотен фильмов. И вот тут, господа присяжные заседатели, кроется печальная ирония судьбы. Увы и ах, но подавляющее большинство картин, над которыми работал Морриконе в свой, так сказать, золотой период, с 1964 года до середины 70-х, за исключением вестернов Леоне, увы, не оставили заметного следа в истории кино. Печально, но факт. Хотя сам Эннио в эти годы исправно, словно золотоносная жила, выдавал великолепные потрясающие мелодии для десятков фильмов. И зачастую для одной картины он сочинял не одну главную тему с разными аранжировками, а по две, по три, которые сегодня живут своей собственной отдельной от кино жизнью. Были, конечно, в его биографии и ленты этапные для кинематографа. Взять хотя бы леденящие душу триллеры Дарио Ардженто или монументальный 20 век Бернардо Бертолуччи. Но вот какая незадача. В этих фильмах музыка Морриконе часто уходила на второй план, становилась лишь фоном. В 60-е годы Эннио, похоже, был слишком увлечен мелодиями прерий и по-настоящему удачных,
Прорывных работ в других жанрах на его счету было не так уж и много. Можно вспомнить разве что исторический фильм «Авантюрист» Терренса Янга с Энтони Куином или, скажем, картину Пьеро Паоло Пазолини «Птицы большие и малые» 66-го. Кстати, фильм этот интересен не столько музыкой, звучащей по ходу действия, сколько оригинальной песней на мелодию Морриконе, которую спел сам великий Доменико Модуни. И текст этой песни, звучащий в самом начале, почти дословно совпадает с титрами. Забавный постмодернистский трюк. Presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini. Но если уж говорить о фильмах, где сотрудничество композитора и режиссера привело к столь же выдающимся эталонным результатам, как в вестернах Леоне, то в 60-е годы такой фильм у Морриконе был, по большому счету, всего один. Я говорю о картине 69-го года «Сицилийский клан» режиссера Анри Верноя. Вот это, доложу я вам, кино. Отличный фильм на стыке гангстерского и полицейского жанров, с явным французским шиком и уклоном в увлекательную, хоть и опасную бандитскую жизнь. И в нем, представьте себе, сошлись три европейские суперзвезды разных поколений. Великий Жан Габен, брутальный Лино Вентура и неотразимый Ален Делон. А Морриконе записал для этой картины одну основную, но зато какую тему! На саундтреке она так и называется «Сицилийский клан». Эта мелодия с легким, едва уловимым налетом обреченности звучит на протяжении всего фильма в самых разнообразных вариациях, держа зрителя в напряжении. Шедевр, да и только. Приготовьтесь, сейчас я расскажу вам историю, достойную пера Ильфа и Петрова. Знаете ли вы, что великий и ужасный Морриконе является композитором советско-итальянско-британского блокбастера «Красная палатка» 69-го года, снятого нашим Михаилом Колотозовым. Да-да, того самого фильма про спасение экспедиции Нобеля. Но история эта, господа присяжные заседатели, темная и запутанная. Дело в том, что «Красная палатка» — это на самом деле два разных фильма. Режиссер один — Колотозов. Актеры одни и те же — Шон Коннери, Клаудио Кардинале и наши звезды. А фильма два. Один для советского проката с музыкой нашего Александра Зацепина, а второй — версия международная, по-другому смонтированная, и там в титрах уже значится Эннио Морриконе. Как же так вышло? А вот так. Композитором на этот фильм изначально утвердили именно Зацепина, и он написал для картины превосходную, я бы даже сказал, гениальную тему. Его мелодия, на мой скромный взгляд, получилась даже интереснее, чем у Морриконе. Но случилась беда. Советская сторона в силу известной нашей неповоротливости не смогла вовремя записать музыку. Фильм уже готовили для международного проката. Итальянские продюсеры схватились за голову. Картина без звуковой дорожки. Это катастрофа. И тогда итальянцы сделали то, что умеют лучше всего. Быстрое и элегантное решение. Они срочно рекрутировали вездесущего и безотказного Эннио Морриконе, а тот, скорее всего, махнул рукой, заглянул в свой бездонный загашник, достал оттуда какую-то подходящую, но не слишком выдающуюся заготовку и приспособил ее для красной палатки. Денег заплатили, и ладно. Сам маэстро, я думаю, вряд ли стал бы включать эту картину в свое резюме. Работа на скорую руку и не более того, хотя, справедливости ради, основная тема у него получилась вовсе не так уж и плоха. Начало 70-х выдались у Эннио на редкость урожайными на хорошую добротную музыку. Но вот ведь какая незадача. Большинство фильмов тех лет сейчас благополучно подзабыты, и я сейчас словно заправский археолог извлеку их из пыли забвения. Держитесь покрепче. Чего там только не было.
Военное кино «С нами Бог» Джулиана Монтальдо о немецких солдатах в плену у союзников, криминальный фильм «Город насилия» Серджо Салимы, лента исключительно для преданных фанатов Чарльза Бронсона, или, скажем, Метелло Мауро Баланини, скучная и, прямо скажем, глуповатая драма про Жиголо. Картина эта в свое время была чрезвычайно популярна в Италии, но сейчас выдержать это безобразие очень трудно. Поверьте, я пробовал. А вот в этой груди был фильм, который стоит особняком. «Калипо» 70-го года режиссера Альберто Бевилакуа. Этакая производственно-сексуальная драма, где сыграли великий Уго Таньяци и несравненная Роми Шнайдер. Чертовка Роми, надо сказать, выглядит в этой картине просто умопомрачительно. А безысходная тягучая мелодия Морриконе на протяжении всего фильма откровенно, без всякого стеснения намекает зрителю, что закончится все очень и очень плохо. И надо отдать ей должное, она не обманывает. Но настоящей бомбой, господа присяжные заседатели, стало следствие по делу гражданина, вне всяких подозрений, Элио Петри. Этот фильм стал одним из самых кассовых в Италии, получил Оскар за лучшую картину на иностранном языке и, что самое важное, положил начало безумной моде на политическое итальянское кино. И вот этой разоблачительной продукцией итальянские режиссеры завалили всю Европу. Они неустанно, с упорством достойным лучшего применения, разоблачали прогнившую политическую систему Италии, что, кстати, жутко радовало советских чиновников. Они с удовольствием закупали всю эту прогрессивную кинематографию для дальнейшего оболвания совков. А Морриконе написал к этому фильму весьма подходящую нервную тему, идеально гармонирующую, я бы сказал, с отвратительной рожей главного героя в исполнении несравненного Джан Мария Валонте. И, наконец, вишенка на этом торте. Сака и Ванцетти 1971 года. Драма о несправедливом суде над двумя будущими коммунистическими святыми третьего ряда. Лента сделала хорошую кассу в Италии и Франции, но самое интересное, что из этого фильма вышли две знаменитейшие песни на музыку Эннио: баллада о Сака и Винцетти и, конечно, «Here's to You». В оригинале их исполнила американка Джоан Баэс. К сожалению, господа, эти прекрасные песни с событиями в картине связаны весьма слабо. И, положа руку на сердце, отдельно от фильма они воспринимаются куда лучше. Вот так, дорогие мои. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Ну-с, дорогие мои радиослушатели, пришло время поговорить о грустном, но неизбежном, о творческом кризисе. Большая часть тех мелодий Морриконе, что по праву считаются его лучшими бессмертными вещами, написана им в 60-е и в первой половине 70-х. А вот после 75-го года в его творчестве наблюдается явный, ощутимый кризис. Чему, в общем-то, удивляться и не приходится. Давайте-ка посчитаем. В 75 году Эннио стукнуло 47 лет. Для мужчины, согласитесь, возраст самый сок, но для композитора, господа присяжные заседатели, это уже возраст весьма и весьма солидный. Так уж несправедливо устроен этот мир, но муза, та самая крылатая особа, что нашептывает композиторам мелодии, долго у одного и того же человека не живет. А Эннио, надо отдать ему должное, с 64 года гонял свою музу и в хвост, и в гриву целых 10 лет. Безжалостно, самозабвенно и круглосуточно. Удивительно, право слово, что после такой жестокой, беспощадной эксплуатации она не ушла от него навсегда, хлопнув дверью. Она, эта капризная дама, еще периодически возвращалась в последующие 15 лет. Обычно мадам заходила ненадолго, буквально на чашечку чая. Вот и получается, что с 76 по 80 год Эннио словно трудолюбивый ремесленник оформил музыкальные дорожки почти 60 картин. Вы только вдумайтесь в эту цифру — 60.
но настоящих громких удач на его счету считанное число, а шедевров, положа руку на сердце, не было и вовсе. Но, как это часто бывает, после засухи приходит гроза, и в начале 80-х в карьере мастера случился новый неожиданный взлет. И лучшие работы этого периода были связаны в основном с триллерами и боевиками французского производства. Ну и, конечно, с новой последней встречей Серджио Леоне фильмом «Однажды в Америке», о котором я уже рассказывал. А еще был, например, фильм «Шпион встань» 81 года режиссера Ива Буассе. Не самый, прямо скажем, увлекательный шпионский триллер. Главными его достоинствами, на мой взгляд, были Лина Вентура в главной роли и, конечно же, тревожная, нервическая музыка Морриконе, которая держала в напряжении лучше всякого сюжета. И вот пришло время поговорить о произведении, которое для нашего советско-российского уха стало, пожалуй, главной музыкальной визитной карточкой маэстро. А мелодия, от которой у целого поколения щемит в груди и предательски дрожит голос. Речь, конечно, о великой, неподражаемой и, как выясняется, многострадальной Кимай. Что касается наших соотечественников, то они ценят Морриконе прежде всего именно за нее. За тему из французского фильма «Профессионал» 81 года. Но далеко не все знают, что эта композиция была сочинена задолго до «Профессионала» и успела прозвучать во множестве других совершенно забытых фильмов. А источником ее вдохновения, вы только вслушайтесь, послужило не что иное, как «Адажио» Иоганна Себастьяна Баха. Бах и Морриконе. Каково сочетание, а? Первые, еще робкие элементы этой знаменитой мелодии маэстро использовал аж в 1968 году в теме «Инвита аль аморе» из спагетти-вестерна Серджио Карбуччи «Великая тишина». Потом она полежала, вызрела, и свой каноничный законченный вид, а вместе с ним и загадочное название «Кимай», мелодия обрела в фильме «Мадалена» 1971 года. Картина, кстати, повествовала о трагической запретной любовной страсти между женщиной и священником, связанным обетом целибата. Уже тогда тема стала достаточно популярной, чтобы через год исполнительница роли Мадалены, актриса Лиза Гастони, записала ее в виде песни. Кстати, итальянское выражение «кимай», говорят, дословно перевести очень сложно. Что-то вроде «кто-либо, когда-либо», с оттенком горького разочарования и досады. Следующими, кто положил глаз на эту бесхозную драгоценность, стали прагматичные англичане. Мелодия прозвучала в телесериалах «Замок англичанина» и «Жизнь и времена Дэвида Ллойд Джорджа». Да еще и умудрилась попасть на второе место британского чарта. И только после всего этого, по настойчивому, говорят, желанию самого Бельмондо, Кимай вошла в саундтрек «Профессионала». Но самое забавное, господа, ждет нас в конце этой истории. Знаете ли вы, что для большинства французов она ассоциируется вовсе не с героической гибелью Бельмондо, а с рекламой собачьего корма? Когда я узнал о таком кощунственном использовании этой душераздирающей мелодии, я, признаюсь, испытал легкий шок. Впрочем, французы они такие. Недаром в комедии «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» эта гениальная тема звучит в сцене, где маленький песик увлеченно преследует римлянина, который тоже бежит на четвереньках. Вот так, дорогие мои. А теперь переходим к еще одной французской картине с тем же Бельмондо, но совершенно иного калибра. Речь о фильме Андре Верноя «Страх над городом».
К числу великих, как скажем, «Однажды в Америке», эта лента, конечно, не относится, но это чертовски крепко сшитый добротный триллер, где Жан-Поль Бельмондо находится в самом расцвете сил. По сюжету в Париже орудует серийный убийца, наводящий леденящий ужас на жителей. Так вот, за поимку маньяка в кадре отвечал, как вы понимаете, Бельмондо, а за нагнетание атмосферы страха сам Эннио Морриконе. И он написал для этой картины замечательную, невероятно тревожную тему. И вот тут, господа присяжные заседатели, на сцену снова выходит наш старый знакомый. В нагнетании животного ужаса на зрителей маэстро помогал его старинный друг и соратник, великий мастер художественного свиста Александро Александрини. Да-да, тот самый. Только теперь его свист был не молодецким и лихим, а зловещим, леденящим душу, способным напугать кого угодно до чертиков. К слову, Морриконе за свою карьеру много писал для триллеров, но вот ведь парадокс, по-настоящему ужасных, эталонных мелодий в его фильмографии долгое время не было. Более-менее ему удались саундтреки к двум джалло-триллерам 70-го года, «Грязные фото для дамы вне всяких подозрений» и «Убей откормленного теленка и зажарь его». Названия какие, а? Итальянцы умели веселиться, но именно «Страх над городом» стал образцовым, эталонным саундтреком для триллера, лучшей работой Морриконе в этом жанре. Ну-с, дорогие мои радиослушатели, мы с вами снова в 80-х. И сейчас, как говорится, внимание! Из мира спагетти-вестернов и французских триллеров мы переносимся в ледяную пустыню Антарктики. Речь пойдет о фильме «Нечто» 1982 года, безусловной классике фантастики и, пожалуй, одном из самых страшных фильмов в истории. Снял его мастер ужасов Джон Карпентер. Картина великолепная, с леденящей душу атмосферой и впечатляющей звуковой дорожкой, которая буквально навевает ощущение космической безысходности. Но вот с этой самой звуковой дорожкой, господа присяжные заседатели, не все так просто. История вышла темная, почти детективная. Автором музыки официально во всех титрах значится наш великий маэстро Эннио Морриконе. Однако, если вы, вдохновившись просмотром, достанете официальный саундтрек «Нечто» и прослушаете его, вас неминуемо постигнет удивление. Вы не найдете там самой главной, самой запоминающейся темы фильма, той самой, что звучит в самом начале во время безумной погони норвежцев на вертолете за несчастной собакой, и той же самой, что вновь вступает в финале почти одновременно с титрами, когда двое выживших сидят в догорающем лагере и смотрят друг на друга. В чем же суть этой загадочной мелодии? А суть ее, дорогие мои, вовсе не в мелодии как таковой. Это зловещий, пульсирующий электронный ритм, похожий на биение сердца неведомого враждебного организма. И вот тут-то и всплывает правда. Мелодию, музыкальную основу действительно написал Морриконе, но этот самый пробирающий до костей электронный ритм добавил уже лично сам режиссер Джон Карпентер. Ему, видите ли, музыка маэстро Морриконе показалась недостаточно подходящей, недостаточно страшной для создания саспенса в ключевых эпизодах. И тогда Карпентер засучил рукава и дописал партию сам. Взял и доработал за живого классика. И надо признать, эта наглая, но гениальная добавка явно пошла фильму на пользу, что, впрочем, неудивительно. Карпентер, как никто другой, умеет нагнетать животный страх на зрителей. Он и ранее сам без чьей-либо помощи писал великолепную эталонную музыку к своим картинам. Так что перед нами редчайший случай, когда два гения, один по части мелодии, другой по части саспенса, объединили усилия. И пусть формально в титрах это не отражено, мы-то с вами, господа, теперь знаем правду.
После 1983 года у Морриконе опять наметился серьезный разлад с его вдохновительницей. Встречи их стали совсем редкими, мимолетными. И как на грех, именно с середины 80-х Морриконе стал все чаще и чаще работать для Голливуда. В его резюме, словно грибы после дождя, стали появляться американские блокбастеры, чья суммарная аудитория составляла сотни миллионов человек. Казалось бы, вот он звездный час, но, увы и ах. К огромному сожалению, роль Морриконе в этих фильмах в основном напоминала роль свадебного генерала. Красивая вывеска, громкое имя и не более того. Если говорить о второй половине 80-х, то применительно к Морриконе чаще всего вспоминают его работу над фильмами «Миссия» Роланда Жофе и «Новый кинотеатр Парадиза» Джузеппе Торнаторе. Вспоминают, но, к сожалению, господа присяжные, вовсе не по причине наличия там выдающихся гениальных мелодий, а лишь потому, что первый саундтрек номинировался на «Оскар», а за второй маэстро вручили пару никчемных, ничего не значащих безделушек. В реальности же народной любви эта музыка ему не прибавила, потому что ничего по-настоящему достойного упоминания в этих фильмах, положа руку на сердце, не прозвучало. Одни фоновые проходные композиции. Но не все так мрачно в этом голливудском царстве. В другом фильме, в блестящем триллере Романа Полански «Неистовый» 1987 года, Морриконе повезло гораздо больше. Полански, как истинный мастер, превосходно сумел расставить музыкальные акценты в своей тонкой, изысканной стилизации под классический триллер а-ля Хичкок, тревожащие, едва уловимые аккорды музыки Морриконе, которые порой лишь угадываются сквозь шум парижских улиц, сменяются одиноко звучащими минорными пассажами. А в душераздирающем финале картины, когда главный герой в исполнении Харрисона Форда окончательно всем сердцем понимает, как дешево стоит человеческая жизнь в этом жестоком, прогнившем мире, мощная, сокрушительная волна звуков накатывает на зрителя, удерживая наши чувства на каком-то запредельном, невыносимом эмоциональном пике. Вот там, дорогие мои, муза ненадолго вернулась, и это слышно в каждой ноте. Работы Морриконе в кино после того, как он перешагнул 60-летний рубеж, можно охарактеризовать одной старой как мир, но чертовски точной фразой «мастерство не пропьешь». Да, он по-прежнему выдавал качественные добротные саундтреки. В них было все: оркестровка, глубина, профессионализм высшей пробы. Не было лишь одного самого главного компонента – новых запоминающихся мелодий. Все это, господа присяжные заседатели, было лишь повторением пройденного, пусть и мастерским. Муза, та самая капризная особа, окончательно и бесповоротно покинула Эннио. И он, некогда укротитель вестернов и триллеров, окончательно превратился в поставщика скорби и печали, фабрику фоновой музыки. За последние 25 лет его работы в кино с 91 по 2015 из всей огромной груды саундтреков можно выделить лишь единичные, редкие проблески. Я бы назвал, пожалуй, работы для фильмов «Волк» Майка Николсона в 94-м, «Разворот» Оливера Стоуна в 97-м и, конечно, «Резолюция 819» Джакомо Батиата 2008-го. Этот последний саундтрек мрачный, пронзительный, возможно, лучшее, что написал Эннио в свой, так сказать, пенсионный период. Но его, увы, почти никто не заметил. Потому что именно в это время на горизонте, словно сверхновая звезда, возник Квентин Тарантино. А все, к чему прикасается Тарантино, как вы знаете, немедленно превращается в то, о чем говорят. Вот и о работе Морриконе с Тарантино вдруг заговорили все. Хотя, положа руку на сердце, обсуждать там было, в общем-то, нечего. В саундтрек «Бесславных ублюдков» 2009 года вошли старые, давно написанные композиции Эннио, а новые мелодии, сочиненные специально для «Омерзительной восьмерки» в 2015-м, они, прямо скажем, славы Морриконе не добавили, но зато Оскар обеспечили. Железно гарантированно. Потому что Тарантино, господа, это царь Мидас наших дней.
Он притягивает золото, даже если это золото всего лишь позолота на старом, хорошо знакомом серебре. Знаете, есть забавный исторический курьез. Оказывается, в Советском Союзе фамилию великого композитора услышали еще до того, как он начал работать с Серджио Леоне, представляете? Правда, нашим зрителям ее преподнесли в несколько искаженном виде, как Морриконе. Да-да, вместе с популярной итальянской актрисой Валерией Морриконе, которая сыграла в нескольких фильмах, попавших в советский прокат в 60-е. Вот такая контаминация, господа присяжные. Кто там разберет этих итальянцев, что Морриконе, что Морриконе? Но если говорить серьезно, то в СССР, конечно, показывали несколько фильмов, где звучали мелодии Эннио. В 72-м Метелло, в 74-м Сако и Ванцетти, а в 82-м «Смерть среди айсбергов». Но я, честно говоря, не припомню, чтобы имя композитора было широко известно широкому зрителю до того самого момента, пока в самом конце 80-х в подпольных видеосалонах этих прокуренных клубах в полуподвалах не появились вестерны Серджио Леоне. Вот там-то и шарахнуло. Примерно в то же время в официальных советских кинотеатрах наконец-то прошел последний фильм великого дуэта «Однажды в Америке». Было это в 89-м, а также фильмы с Бельмондо, «Профессионал», «Вне закона». А в начале 90-х картины с саундтреками Морриконе уже вовсю стали крутить по телевидению. И к середине 90-х имя Морриконе в России уже знали хорошо. Но вот ведь какая штука! Эта известность, увы, до сих пор по большому счету ограничивается десятком его самых знаменитых фильмов. Мы знаем это великое имя, но лишь единицы, отдельные энтузиасты имеют более-менее полное представление о его титаническом творчестве в кино. И это наглядно проявилось в момент смерти Эннио в 2020 году, когда после этого печального события на всех новостных сайтах появились заметки о жизни и творческих достижениях маэстро. Там был один и тот же, как под копирку, обязательный джентльменский набор. Вестерны Леоне, «Профессионал» и другие боевики с Бельмондо, пара голливудских блокбастеров, фильмы Тарантино и еще 2-3 картины, за музыку которой Морриконе получил какие-нибудь призы. Все крайне кратко, поверхностно, словно списано из буклета. Честное слово, у меня сложилось впечатление, что среди наших уважаемых кинокритиков просто нет никого, кто бы мог провести подробный, вдумчивый анализ творчества мастера, рассказать о его развитии как композитора, о тех музыкальных новшествах, что он привнес в кинематограф, о его потрясающем творческом окружении, увы и ах. Но, к счастью, киномузыка самого Морриконе вполне доступна, и, что немаловажно в наше меркантильное время, зачастую совершенно бесплатно. Так что слушайте и наслаждайтесь, дорогие мои. На этой мажорной ноте я, ваш покорный слуга, прощаюсь с вами. Если вам было интересно это путешествие по нотам и прериям, просьба поддержать видео лайком или добрым комментарием. До новых встреч, друзья, и да хранит вас рок-н-ролл!